Все мы постоянно слышим слово «карма». Но что, если почти все, что вы о ней думали, неправда? Мы привыкли считать ее чем-то вроде небесной судьи, который строго следит за нашими поступками и раздает либо награды, либо наказания. Но что, если это не так? Что, если карма – это не наказание, а просто, скажем так, физика? Естественные последствия наших же действий. И вот самая шокирующая мысль. Ваша судьба, возможно, и впрямь уже написана, но ручка, которой можно все переписать, по-прежнему в ваших руках. Звучит как парадокс, правда? Именно этот секрет мы сегодня и раскроем. Давайте, скажем так, представим некую девушку Аню. Аня раз за разом оказывается в токсичных отношениях. Партнеры меняются, а сценарий тот же. Недоверие, боль, разочарование. Аня убеждена, это ее плохая карма, ее крест. И уже смирилась, что ей суждено страдать в любви. Вот она ловушка, в которую попадают многие из нас. Мы видим карму как приговор, как программу, которую уже не изменить. Думаем, сколько ни старайся, все равно будешь бедным. Или мне на роду написано быть одному. С таким подходом мы превращаемся в пассивных жертв своей же жизни. Мы сваливаем вину на звезды, на прошлое, на кого угодно, только не на себя. И тем самым добровольно отдаем свою главную силу – силу выбора. Но что, если карма – это не тюрьма, а именно ваше зеркало? На санскрите слово «карма» буквально означает в переводе «действие». Все, не судьба, не наказание, а просто действие. В буддизме и индуизме считается, что каждый наш поступок, слово и даже мысль оставляет невидимый отпечаток. Со временем эти отпечатки создают инерцию, определенную тенденцию. Представьте, что карма – это почва в саду, которая досталась вам по наследству. Она может быть каменистой, сухой, а может быть плодородной и живой. Вы не выбирали эту почву, она вам просто дана. Это и есть та часть, которая кажется предопределенной. А теперь главный инсайт. Вы в этой истории садовник. Только вам решать, что будет расти на этой земле. Можно всю жизнь жаловаться на плохую почву, пока она зарастает сорняками. А можно начинать облагораживать ее, удобрять землю и сажать семена цветов. То, что вырастет в вашем саду завтра, это результат ваших сегодняшних действий, а не только качество вчерашней почвы. Ваша жизнь – это не то, что с вами случается, а то, что вы с этим делаете. Так как все-таки взять эту ручку и начать писать свой сценарий? Ответ в одном простом слове – осознанность. Карма – это не внешний судья, а внутренний механизм, который вы сами же и запускаете. Когда Аня верит, что обречена на плохие отношения, она подсознательно ищет партнеров, которые ей это подтвердят. Она привычно реагирует на тревожные звоночки, снова и снова наступая на те же грабли. Психологи называют это выученной беспомощностью. По сути, это просто привычка страдать. Чтобы разорвать этот круг, нужно сместить фокус события на свою реакцию. Не так важно, что вам сказали. Важнее, что вы решили почувствовать и сделать в ответ. Именно ваше намерение и создает новую карму. И еще кое-что. Последствия наших действий чаще всего внутренние. Совершив эгоистичный поступок, вы в первую очередь отравляете свой внутренний мир, усиливая в себе склонность к эгоизму. И наоборот, поступив бескорыстно, вы делаете свой ум чище и запускаете новую позитивную инерцию. Начать управлять своей кармой можно прямо сейчас. Вот 3 шага. Первое. Научитесь ловить себя на автопилоте. Прежде чем по привычке обидеться, разозлиться или испугаться, замрите. Сделайте вдох и спросите себя, я сейчас действую осознанно или на автомате? Эта короткая пауза и есть тот самый момент, когда вы выхватываете ручку у автопилота. Второе. Проанализируйте свои грабли. Если вы, как Аня, постоянно попадаете в похожие неприятные ситуации, найдите в них общий знаменатель. Этот знаменатель всегда вы и ваша реакция. Увидеть свой шаблон – это уже половина победы над ним. Третье. Начните ломать шаблоны. Если вы привыкли молчать, когда нарушают ваши границы, в следующий раз спокойно скажите четко «нет». Если вы склонны осуждать, попробуйте найти в человеке что-то хорошее. Каждое такое нехарактерное действие ослабевает старую программу и прокладывает новую нейронную дорожку.
Если вам откликается мысль, что вы творец в своей жизни, а не ее заложник, подписывайтесь на канал. Мы продолжим вместе изучать инструменты, которые помогают вернуть себе контроль. И обязательно напишите в комментариях, какой повторяющийся сценарий в своей жизни вы хотели бы изменить. Запомните, карма – это не приговор. Это память и инерция прошлого. Но в настоящий момент у вас всегда есть свобода выбора. Ваша жизнь не предопределена. Она открытая книга, которая ждет ваших историй. Вопрос лишь только в том, какой будет следующая ваша строчка. До новых встреч!